Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me tell you a story. Итак, дамы и господа, доброе утро, добрый день. Позвольте мне начать с одной истории. Yeah, the first time I belong to the same family that you belong. Я, собственно, принадлежу к той же самой семье, к той же группе категории людей, как и вы все. So I'm not a stranger. Так что я не иностранец, не незнакомец, не какой-то пришелец. So I feel so comfortable being here. Поэтому я чувствую себя так здесь, собственно, в своей тарелке, абсолютно в своей среде. And I hope we can spend and enjoy a good time all together. И я думаю, даже уверен, что у нас будет, мы проведем вместе очень хорошее, очень полезное время. Thank you. Спасибо. And now the story, short story. Ну и теперь история, которую я обещал, короткая совсем история. The first time I got up in a stage, Первый раз, когда я оказался на сцене, remember I am a physician. и запомните, я все-таки врач. And I'm not an employee of Herbalife company. И при этом я отнюдь не являюсь штатным сотрудником компании Herbalife. I'm a consultant, Я консультант, an advisor. советник. So for a physician, the first time for a physician on stage dealing with 1,000, 2,000 people, Итак, вот когда первый раз, представляете, я врач, на сцене оказываюсь, и при этом у меня перед лицом 1000, а может даже ближе к 2000 сидят людей. it's a real challenge, Это серьезное дело, это задача. right? Согласны? And the first action that I have to deal with И первое дело, с которым я должен как-то справиться, и то, что я должен сделать в этой ситуации, was signing autographs. все начинается с чего? Автографы. Надо было подписывать людям автографы давать. Like a rock star. Словно какая-то рок-звезда. But I weren't, Но ведь я не рок-звезда. right? Согласны? I'm a physician. Я всего лишь доктор. And it was hard for me because it's not usual for a physician to sign autographs. И мне было нелегко, трудно, поскольку это, в общем, необычное дело. Не каждый день врачу приходится подписывать, давать людям автографы свои. So I have to analyze this and how can I handle this problem for me? Я проанализировал, одумался этой ситуации. Как мне решить эту проблему? And I said to me, okay, Patricio, the way you can handle this is looking at the eyes of every person coming and asking for you an autograph. И я сказал себе так, Патрицио, это так меня зовут, надо решить проблему следующим образом. Вот я пришел в зал, и я должен всем людям, которые здесь собрались, посмотреть в глаза. And saying to each of them, Batsiba. И сказать каждому из них, глядя в глаза, спасибо. Спасибо огромное, адресуется всем. That was the way that I could handle this without any problem for me. And it was successful. И вот таким образом я решил справиться с этой проблемой, и сработало. Получилось удачно. So, thank you. Так что You don't спасибо. have to clap every time. I already know you. We belong to the same family. And just enjoy. Просто, и даже не обязательно каждый раз мне аплодировать. Просто все мы члены одной семьи, и прошу вас только об одном. Получайте удовольствие и радость от нашего общения. It's a great honor for me being here
in Russia. This is my first time, and this is, I have to thank Herbalife company, because this company is giving these opportunities to us to share our message and our mission to everywhere, every people in the world. И я счастлив быть в России, где я нахожусь первый раз, и должен, конечно, сказать спасибо компании Herbalife за это, поскольку она дает нам возможность вместе участвовать в воплощении той миссии и той цели, которая, собственно, ставит перед собой компания во всем мире, где бы она ни присутствовала, где бы она ни работала. Thank you. Спасибо. So, let us start with our presentation. Ну что же, давайте приступим тогда к нашей презентации. You know much of Herbalife and its products, but I would like to talk about some of them, but mainly about a healthy lifestyle and some concepts, sorry for that, It's okay. some specific concepts of nutrition. Ну, вы, конечно, знакомы с компанией, с Herbalife, и знакомы с продуктами компании Herbalife. Я же сегодня хочу поговорить о некоторых из них и особенно акцентировать внимание на здоровом образе жизни и правильном здоровом питании. As you can see, I spent a big part of my life doing medicine and taking care of patients. Ну, как вы видите из этого слайда, значительную часть моей профессиональной жизни я провел, именно работал профессионально как врач, как доктор, и много работал именно с пациентами. A long time, about 30 years, taking care of patients. 30 лет в целом занимался этой профессией, занимался лечением пациентов. But at the middle of my life, I got the chance to make a change in my own life and spend more time transmitting a healthy message for people. И где-то в середине моей профессиональной карьеры произошло изменение в моей жизни, в моей профессиональной жизни. И с тех пор я занимаюсь тем, что, так сказать, довожу до максимального количества пациента вот эту мысль, эту идею о здоровом питании, о здоровом образе жизни. In a whole year, taking care of patients at an outpatient clinic, my private practice at the hospitals, probably I have seen 200, 300 patients a year. Ну и, вероятно, с учетом практики моей повседневной врачебной работы в своей частной клинике, работы в госпиталях, в среднем мне приходилось иметь дело с 200-300 пациентов в год. But I realized that working and helping Herbalife, I got the opportunity to transmit and communicate to much more people in a year than in my own private practice. Но, начав работать с компанией Herbalife, я понял, что я могу донести эти мысли, идеи о здоровом питании, здоровом образе жизни до гораздо большего количества людей в течение года, чем это удавалось мне в рамках моей частной практики. And at the end of each year, during my Herbalife time, I usually can count thousands of people in different countries around the world receiving this healthy message. И в течение тех лет, что я работал с компанией Herbalife, в течение каждого года, по итогу каждого года моей работы с компанией, я понимал по откликам, что тысячи и тысячи людей
получали это послание, получали эту информацию в самых различных странах мира. And what is this mission that we have in Herbalife? И в чем же заключается суть миссии, главной идеи, главной цели компании Herbalife? There's a phrase from a US country which is very common, and if you have seen some movies from them, especially those who used to go to the atmosphere or the space. Ну, если вы знаете, конечно, и знакомы наверняка с американскими фильмами, особенно там, где рассказываются и показывают сюжеты из различных путешествий к далеким планетам, в космос. And the phrase is, "We got a problem." Часто звучит проблема по-английски «we got a problem», «у нас проблема». Originally, it said, "Houston, we got a problem." Обычно это в Хьюстоне, в контрольном центре. У нас проблема. У нас проблема, какая-то ракета, там что-то не то. And we have a problem. И у нас действительно в этом смысле есть проблема. We have a huge problem. Гигантская проблема. And that is the problem that we have now. И вот именно эта проблема, которая сейчас стоит на повестке дня. Over the world. Во всем мире. People are eating too much and too bad. Люди стали есть слишком много, и то, что они едят, плохого качества. And what is the cause of this? И в чем же причина тут? Why we are eating too bad and too much? Почему мы стали есть плохую пищу и почему мы стали поглощать ее в таком большом количестве? The explanation of that problem, of that cause, is named the global nutrition transition. И проблема эта, и причина этой проблемы заключается в неком изменении вообще всей системы питания в глобальном масштабе. And what is it? What is the nutrition transition? И в чем же тут проблема? В чем есть суть вот этих глобальных изменений питания? The global nutrition transition is a phenomena that occurred in some poor and developing countries where undernutrition was prevalent. И проблема эта корнями уходит в бедные, недоразвитые страны, где нехватка питания была превалирующей тенденцией, где все именно, так сказать, заключалось в том, что у людей не хватало питания. But in those countries, another problem arises, Но в этих же странах возникла и другая проблема, which is another type of malnutrition, which is called overweight and obesity. И возникла другая проблема в этих же странах, а именно проблема избыточного веса и ожирения. So those countries share the same problem of malnutrition, and that is over and undernutrition. И возникла два аспекта одной и той же проблемы – переедание и недоедание, что в любом случае является неправильным режимом питания. And which was the cause of this transition? Так что же послужило причиной? Что было причиной вот этого изменения вообще в общей системе и образе питания людей? The cause was that this country, the US, so far from here, А причина заключается в том, что вот эта страна, которую я сейчас покажу на карте, США, которая так далека отсюда, от России географически, exported to the rest of the world good things, but not this one.
экспортировала по всему миру очень много хороших вещей, но только не то, что сейчас мы видим на экране. It happened that the United States exported bad habits and bad nutrition all over the world. Случилось так, что именно из США по всему миру распространились плохие, нездоровые подходы и идеи питания и соответствующие продукты питания. And the explanation is this: too much and too bad. И вот причина, которая здесь перед вами всеми визуально представлена: слишком много и слишком плохого качества. And technically, what has happened is this. А если говорить уже более глубоко, рассматривая данный процесс и вот это изменение, то произошло следующее. A transition from a plant-based diet Перешел переход изменений в питании от диеты, основанной на овощах, to a healthy plant-based diet to an unhealthy Western diet. со здоровой диеты, полезной для здоровья, на типичную западную диету, которая, безусловно, нездоровая. This Western diet is characterized by lots of salt, Характеризуется данная диета, нездоровая западная диета, большим содержанием соли, which is an unhealthy condiment, которое является веществом неполезным для здоровья, and a very dangerous condiment for health. и даже очень опасным веществом для здоровья. The high carbohydrate content of drinks Высокое содержание углеводородов в напитках, углеродов в напитках, углеводов, прошу прощения, high and unhealthy fats высокое содержание жиров, нездоровых жиров, but other changes back up this transition, and those changes were the kind of agriculture that we had 30, 40, 50 years ago. но и другой был в этом аспект, в этом переходе, а именно тот тип сельского хозяйства, который существовал у нас 30-40 лет тому назад. And that was basically determined by the absence of technology and the absence of subsidies from the governments. Когда, в общем, не хватало технологий и не хватало финансирования, субсидий со стороны правительства для поддержки сельского хозяйства. An era of undernutrition. И, собственно, когда было время явной нехватки питания, нехватки еды. And scarcity of foods. И нехватки, собственно, продуктов питания. And that changed to the Western diet, and subside and high-tech agriculture was one of the reasons of that change. И в итоге ситуация эта изменилась таким образом, что стала превалировать вот эта западная нездоровая диета, и родилась она и возникла в итоге усиленных субсидий, вливания финансовых в сельское хозяйство и новых технологий производства сельскохозяйственных продуктов. So another problem arose with these changes, and that was apart
from undernutrition, the overnutrition, the overweight, and the obesity that was associated with this kind of diet. И в итоге этого сложилась определенная типичная диета в силу развития сельского хозяйства и расширенного производства вот таких продуктов исходных, когда продукты стали широко доступны, и наступила эпоха переедания, которая в итоге привела к ожирению многих людей и ко всем последующим аспектам. Спасибо. Пожалуйста. This diet came along with lots of chronic diseases. И вот подобная диета, то, что люди стали есть такую еду, сопровождалось с возникновением многих хронических заболеваний. So the change did not arise without consequences. Так что данные изменения не прошли бесследно. An oversupply of foods, but of different kind of foods. И вот в итоге переизбыток продуктов питания, еды, причем разного качества, и хороший, и плохой, was the result of that new diet and habits. собственно, и стало результатом появления вот этой новой диеты и новых привычек в питании у людей. The problem is that we got here in this mountain of foods. И проблема заключается, она прячется вот в этой горе еды, которую вы видите. Healthy food coexisting with unhealthy food. Где параллельно существует и находится место и здоровые продукты, и продукты вредные для здоровья. So, how could housewives select and decide which one to bring to our table? Итак, что же было делать с домохозяйкам? Как им было правильно решить и выбрать, что именно из этих продуктов должно быть у них на столе? She lacks the information and appropriate education to take that decision. У них просто не было необходимой информации, они не знали ничего, что нужно знать для того, чтобы принять правильное решение. So, we and you have to teach that women and their family what kind of foods have to choose, what healthy foods she has to bring to their family table. Поэтому это наша с вами задача, моя и ваша задача, научить женщин, подобные вот этой, которые стоят озадаченной, какую именно еду выбрать, как сделать здоровый выбор, чтобы ее семья оказалась за столом со здоровой едой.